Всем добрый день. Итак, дорогие друзья, для людей, которые ведут свою торговлю, да и вообще для людей, которые работают на себя, очень важен фарт, везение, удача. Испокон веков были фартовые купцы, а были неудачники. У фартовых купцов всегда были свои секреты, свои тайны, свои талисманы, свои какие-то денежные заговоры, которые они из поколения в поколение могли передать. Свои секреты, свои тайны ведения семейного бизнеса. Со временем многие купцы, например, заслуживали титул княжеский, то есть дослуживались до князей, до бояр. И очень многие высокородные люди, которые сегодня носят какие-то титулы, когда-то как бы их династия, их семья была купеческой. Купцы нужные люди. Вообще денежные люди, они нужные. И поэтому их всегда поощряли все императоры, все цари, все властимущие, потому что деньги решают практически все. Чтобы содержать армию, нужны деньги, чтобы вести войны, нужны деньги. На все нужны деньги. Развитие культуры нужны деньги, нужны финансовые вкладывания, да? Так что люди торговые, они очень важны и нужны в любом государстве, в любой стране. Кроме того, у торговых людей все зависит от того, как продастся товар. Вот как они продадут свой товар, так у них будет достаток в семье, так их дети получат образование и прочее. Но стоит ли говорить о том, что для этих людей неудачи или, скажем, денежный блок или остановка торговли и прочее смертоподобны просто. Потому что от этого зависит все их имущество, жизнь и судьба. Но сюда относятся еще и люди творческие, люди, которые самореализовываются, люди, которые живут своими работами. Потому что торговать в 21 веке не обязательно только одеждой, да, и обувью. Продавать люди могут и свой труд, свой интеллектуальный труд. Ну, например, сайты кто-то делает, кто-то интернет-магазин ведет. Для всего этого это все называется дела торговые, купеческие дела. Неважно, что вы продаете, книги или меха, или золото. Это все продажа. Продажа, то есть вы отдаете свою работу, свой интеллектуальный труд или физический труд, и взамен получаете деньги. Итак, этот ритуал основан на традициях купечества. Если помните, я дарила несколько подобных ритуалов, именно связанные, то есть созданные на основе вот этих знаний, секретов тайн купечества, на чем основывался их бизнес, их работа, их вот эта удачливость. Вот вам еще одна тайна купечества, но, скажем, доработанная мной и подаренная вам. 3 монеты, любые. Можно пятаки, можно десятки. Если вы живете в другой стране, берете те монеты, которые в вашей стране. Неважно, чем вы занимаетесь. Вы дома работаете, значит, этот узелок купца у вас может висеть над главным входом или в сумке лежать. Вы работаете в торговле, вы что-то продаете, в магазине работаете. Значит, утром этот узелок начитали и забрали с собой на работу. По сути, один раз вы должны выложить. Можно любой платок, можно любой материал, любого цвета, не имеет значения, чтобы потом просто завязать узлами, вот 4 узла, и носить с собой. Первый раз вы читаете вот так вот на 3 куска сахара, это тростниковый сахар, вы можете любой взять, именно сахар, не песок,
Потому что тогда был сахар как бы принят, и на сахар и делали, собственно говоря. Первый раз вы можете начитать вот таким образом, потом завязать узелок и хранить этот узелок. Потом каждый раз перед работой начитывать на этот узелок и забрать на работу. И у вас весь день будет идти торговля. Кроме того, такие узелки помогали справиться с конкурентами. Их называли товарки. То есть люди, которые то же самое делают, по сути. Хорошо или плохо это не имеет значения, но они нацелены на то же самое. И очень часто бывало, что человек, например, торговал, да, одним и тем же, но у него покупали, а у его конкурентов не брали почему-то. И начинали его подозревать в магии, в колдовстве. А может, были правы. Потому что магия, вы сами прекрасно знаете, насколько много чего может поменять жизни людей. И из неудачливого может делать удачника. Итак, 3 раза читайте, завязали в узелок. Если вы дома работаете, значит, над входной дверью или в сумку положили. Если у вас работа, каждое утро на этот узел 3 раза начитали и забрали к себе на работу. Но если не успеете, начитайте на работе, значит, в отдельное там место, уединяйтесь, читайте и после открывайте свою торговлю. И вы увидите, что будет происходить. Итак, если увидят этот узелок, ничего не говорите. И желательно переделайте, потому что она где-то потеряет силу. То есть увидят и начнут вопросы задавать. Откуда, что и так далее. Роем пчелы яростные слетаются на сладкое, а муравьи на сладкое сбегаются. Так и на людей торговых купцы слетаются. Я купец молодец, торг веду, свой товар втридорого продаю. Роем пчелы на сладкое слетайтесь, и муравьи на сладкое сбегайтесь, а на люд торговые купцы денежные слетайтесь. Я главный среди купцов, сундуки мои деньгами полны, на плече дорогой мех, на пальце алмазное кольцо, на столе лучшая еда. Я удачлива везде, навсегда. Враги мои в дураках, товарки в долгах, а я при деньгах. Ключ, замок, язык, отныне так и будет. Заклято. Еще раз. Роем пчелы яростные слетаются на сладкое, а муравьи на сладкое сбегаются. Так и на людей торговых купцы слетаются. Я купец молодец, торг веду, свой товар втридорого продаю. Роем пчелы на сладкое слетаетесь, а муравьи на сладкое сбегаетесь, а на люд торговые купцы денежные слетайтесь. Я главный среди купцов, сундуки мои деньгами полны, на плече дорогой мех, на пальце алмазное кольцо, на столе лучшая еда, я удачлива везде, навсегда. Враги мои в дураках, товарки в долгах, а я при деньгах. Ключ, замок, язык, отныне так и будет, заклято. Еще раз. Роем пчелы яростные слетаются на сладкое, а муравьи на сладкое сбегаются, так и на людей торговых купцы слетаются. Я купец молодец, торг веду, свой товар втридорого продаю. Роем пчелы на сладкое слетайтесь, а муравьи на сладкое сбегайтесь, а на люд торговые купцы денежные слетайтесь. Я главный среди купцов, сундуки мои деньгами полны, на плече дорогой мех, на пальце алмазное кольцо, на столе лучшая еда, я удачлива везде, навсегда. Враги мои в дураках, товарки в долгах, а я при деньгах. Ключ, замок, язык, отныне так и будет, заклято. Прочитали, в узелок завязали, а дальше я уже вам сказала, что делать. Всем удачи. И, пожалуйста, не пишите под роликом, когда будет заговор, берите, сами переписывайте. Яна уже основное напечатала, там осталось несколько всего лишь. Просто она была очень занята этими книгами в последнее время. Я думаю, что русский язык все знают, да? Мы же не Туркестан, поэтому можете спокойно сесть и переписать, если уж вам так сильно надо. Всем удачи!